Survival Horror породила череда чудовищных экспериментов. Я считаю, что это жанр, который отличается вообще от всех. Это не симулятор ходьбы с пугалками и густой атмосферой, хотя эти элементы в нем есть. Это не зубодробительный экшен, хотя и эти элементы в нем имеются. Это не метроидвания, хотя и эти элементы... ну ты понял. Это уникальное сочетание механик и правил, которые зародились десятилетия назад и притирались друг к другу. Темноту как врага изобрели не в Amnesia или Tormented Souls. Беспомощность героя, который умеет только убегать, изобрела не Outlast. И даже проклятые особняки изобрела не Resident Evil. И даже не Alone in the Dark. У этого жанра нет одного отца. Нет гения, который однажды сел и придумал его целиком. У этого жанра есть могилы. Десятки забытых игр, из которых его собрали. По куску, по органу, в разных странах, разными людьми, которые даже не знали, что строят одну и ту же тварь. И сегодня мы спустимся к этим могилам, раскопаем их и соберем чудовище заново. У тебя на глазах. Это первый выпуск альманаха Survival Horror. Сразу договоримся, я не буду пересказывать тебе Википедию. Мы спустимся к самым истокам. Туда, где у жанра еще даже не было имени. От текстовой игры 80-х до особняка, который определит все на десятки лет вперед. И к концу ролика ты увидишь, как из этих разрозненных кусков встает и делает первый шаг законченное чудовище. А потом сбегает из лаборатории. Но это уже позже. А пока начнем с его первого органа. Прежде чем у нашего чудовища появилось тело, появилась мысль. 1980-й. Atari 800. Железо не умеет почти ничего. Монстра нарисовать нечем, звук — это писк, вся графика — несколько белых линий на черном. И из этой нищеты вылезает первый предок жанра — House of Usher, по мотивам Эдгара Аллана По. Что она тебе показывает? Да почти ничего. Ты крохотная точка, ползающая по нарисованному в одну линию особняку. Комнаты подписаны словами «прихожая», «лаборатория» и так далее. Внизу тикают цифры, типа выносливость, время. Никакого монстра на экране нет и не будет. Зато есть табличка, которую ты рано или поздно поймаешь. Ты рухнул от изнеможения. Игра окончена. Да, сейчас это может звучать смешно. Казалось бы, это что, типа хоррор? Но тогда, в 80-е, детишки имели немного другое устройство головы. Они читали книги, например, Стивена Кинга, и им было до усрачки страшно. Ведь важно не то, что тебе показывают, а что ты дорисовываешь у себя сам в своей голове. И это всегда страшнее, чем иллюстрация от самого крутого художника. Потому что художник рисует монстра для всех, а твоя лимбическая система рисует его лично для тебя, точно по размеру твоего страха. Ни один дизайнер в мире не знает тебя лучше тебя самого. Так наша тварь получает первое, с чего вообще начинается личность – сознание. Она селится у тебя в голове и работает твоими же руками против тебя. И пока что в 80-х пугают не монстры, а пустые пиксельные комнаты, которые ты сам населяешь ужасом. Но напрашивается вопрос, а что будет, если сделать наоборот, показать монстра в лоб? 1981. Atari 2600. Haunted House. И она отвечает на поставленный вопрос буквально. Показать в лоб? Ну давай покажем. Вот паук, вот летучая мышь, вот призрак типа хозяин дома. Весь ужас теперь должен испариться. А он не испаряется. Почему? Ну смотри, кто ты в этой игре? Не человек, не герой с оружием. Ты пара глаз в темноте. Буквально. Два глаза, дергающиеся по черному экрану, под стрёмные 8-битные звуки. Дом кишит какими-то пиксельными тварями, и сделать ты с ними ничего не можешь. Ударить нечем. Максимум на секунду отпугнуть спичкой и снова бежать в темноту. Да, это опять 8-битная примитивная игрушка. Но я опять напомню, это 80-е. Воображение работает на пределе. И вот в чем фокус-покус. Haunted House показала монстра и одним движением отобрала у тебя все, чем ему можно втащить. И этим нищим примитивом впервые в истории сформулировала закон, который переживет 40 лет. Ты здесь не охотник, ты добыча. Так наша тварь из бесплотного голоса
обзаводится вторым органом – древним животным инстинктом жертвы. Только теперь жертва не она, жертва – игрок. И она уже усвоила – игрок всегда слабее. Но заметь одну мелочь. Даже когда монстр прямо перед носом, страшнее всего он в тот короткий миг, когда еще выплывает из темноты, пока ты его не разглядел. А что если весь монстр – это его ожидание? Представь, ты бредешь по лабиринту из квадратных блоков. Графика, будто бы кто-то собрал мир из кубиков, но еще до Майнкрафта. А потом внизу экрана загорается строчка текста. Рекс увидел вас. Никакого монстра на экране нет, но игра только что сообщила тебе, что нечто смертоносное знает, где ты, и идет за тобой. И в этот момент, в 81-м, на железе мощностью меньше, чем у твоей микроволновки, у человека того времени по ту сторону экрана по-настоящему холодеет спина. Это 3D Monster Maze на нищем ZX 81, калькулятор по нынешним меркам. И то, что он сейчас делает, индустрия переоткроет заново только через 20 лет. Это вообще одна из первых попыток собрать трехмерный коридор от первого лица. Блоки, каша из пикселей, но тогда это работало. Ты бредешь по лабиринту, и где-то там, в этих же коридорах, тебя ищет тираннозавр по имени Рекс. И вот главный трюк. Игра не выкидывает Рекса тебе в лицо. Она предупреждает строчкой внизу экрана. Рекс шевелится. Пауза. Ты замер. Рекс идет за тобой. Ты дергаешься, разворачиваешься, а управление ватное, и ты возишься целую вечность. Рекс тебя увидел. Вот теперь беги. И это первый нарастающий саспенс в истории игр. Ужас не в том, что ты видишь монстра. Ужас в те несколько секунд до, когда ты уже знаешь, что он близко, и ничего не успеваешь с этим сделать. Здесь наш Франкенштейн получает нервы. Он больше не просто знает, что он создан искать добычу. Он умеет заставить тебя потеть в этом ожидании. Игрушка на калькуляторе за 1.81 год изобрела прием, на котором позже поднимут блокбастеры за миллион. Итак, разум, инстинкт охотника, нервы. Голова, считай, готова. Но пока монстр все еще бесплотное привидение. Нет ни костей, ни правил. Он пока не игра и не жанр, а набор ощущений. Скелет ему соберут там, где вообще умеют собирать странно. В Японии. Все, что у жанра есть на этот момент, гениальные, но разрозненные искры. Ощущения без правил. А настоящий скелет, свод законов, по которым жанр живет до сих пор, соберется по одной игре, в которую на Западе почти никто не играл. Ее даже не выпустили за пределами Японии. 1989. Sweet Home. И два факта, от которых у тебя сейчас должны загореться глаза. Первый – сделал ее Capcom. Второй – через 7 лет один человек из этой Capcom, Синдзи Миками, разберет Sweet Home на запчасти, чтобы собрать самый известный хоррор в истории. Но до этого мы еще дойдем. С виду обычная JRPG для Famicom. 5 документалистов заперты в проклятом особняке художника, пошаговые бои, менюшки, все как у всех. Но под этой оберткой прячутся 3 кости, на которых стоит весь жанр. Кость первая – дефицит. Места в инвентаре почти нет. Каждый предмет на вес золота. Тащить аптечку или ключ – выбирай, все не унесешь. Ничего не напоминает? Кость вторая – уникальные ключи. У каждого из 5 свой навык. Кто-то пролезает в щели, кто-то тушит пожары, кто-то фотографирует подсказки. Не подумаешь, кого куда вести, дальше не пройдешь. Кость третья и самая жесткая – перманентная смерть. Погиб персонаж – все, пиздец. Он не воскреснет и уносит с собой свой навык. А значит, дверь, которую открыть мог только он, теперь закрыта для тебя до самого конца. Чувствуешь, да? Sweet Home не изобрела страх. Она сделала более важным. Намертво сварила страх с математикой и ресурсом. Теперь ужас возникает от цифр постоянно работающего калькулятора в голове. Хватит ли? Дотянули? Кем пожертвовал? И тот самый проклятый особняк тоже отсюда. У жанра с особняком какая-то эзотерическая связь. Будто сама судьба прописала ему родиться в 4 стенах с портретами. Причем дважды. До 2-го раза еще целых 7 лет. Итак, наше чудище обрело голову и скелет. Пора ему обрасти плотью. До сих пор наш собирающийся монстрила жил на плоскости. Текст до двумерные экраны. Чтобы напугать по-настоящему, ему нужен объем. Тело. И тело ему подарила Франция.
92-й. Студия Infogrames. Молодой геймдизайнер Фредерик Рейналь. Он делает Alone in the Dark. Игру, которую сегодня по праву зовут крестным отцом жанра. И придумывает хитрый гибрид. Живые полигональные модели поверх заранее нарисованных статичных задников. Дешево по железу, дорого-богато по атмосфере. Но настоящая находка даже не графика, это камера. Рейналь отнял у тебя вид из глаз и из-за спины и расставил ракурсы, как режиссер в кино. Сбоку, сверху, из угла. Красиво? Очень, блядь. А еще это значит, что входя в комнату, ты не видишь, что за углом. Кадр выбирал автор, а не ты. Он показывает ровно столько, сколько тебе нужно. А сверху танковое управление. Герой поворачивается как баржа, и любая стычка превращается в паническую драку с собственными пальцами. Ей-богу, блядь, если вы тогда в это играли, вы точно помните эту боль. Вот это неуклюжесть, над которой все ржут, не косорукость программистов. Это дизайн. Тебе специально сделали неудобно, чтобы в момент опасности ты паниковал по-настоящему. Вот и все. У монстра появилось тело, которое движется в пространстве, и камера, которая это пространство против тебя же и оборачивает. Он впервые встает в полный рост, и индустрия его, наконец, замечает. А как только тебя замечают все разом, начинается хаос. 1994. После Alone in the Dark до всех дошло. У трехмерного хоррора есть будущее. Вот только как его сделать правильно, не знал ровным счетом никто. И индустрия сделала то, что делает всегда в такие моменты. Она сошла с ума. Дюжина студий разом кинулась в дикие, ничем не сдержанные эксперименты. Наш монстр, едва встав на ноги, сходу влетел в свой пубертат. А что творит ребенок в переходном возрасте? Конечно же бесится. А наш еще и мутирует. В разных лабораториях, одновременно, в стороны, до которых сегодня бы никто не додумался. Может ли игра напугать вообще без единого врага? Япония, консоль 3DO. Студия River Hill Soft. Название пригодится, всплывет еще раз. Выпускает Доктор Хаузер. Ни зомби, ни призраков, ни монстров. Ты репортер, который забрался в пустой особняк доктора Хаузера. И вот тебе первая жуть. Дом живой. Стоишь у напольных часов, а они вдруг сами начинают тикать. Часы пошли. Рядом ни души. Дом тебя заметил. А дальше он тебя убивает. Пол проваливается, из стен бьют ловушки. Ты летишь в яму. Управление ватное, и ты нелепо машешь руками в падении. И чем глубже, тем меньше это похоже на дом. Коридоры оборачиваются египетской гробницей с иероглифами на стенами, а потом ночным обрывом над черной водой. Особняк тут не декорация. Это лабиринт, который меняет форму, чтобы тебя прикончить. А что за человек все это выстроил, ты собираешь по кускам. Из дневников Хаузера, разбросанным по комнате. Никакого рассказчика. Только ты, мертвая тишина и записки хозяина, превратившего свой дом в эту мясорубку. Это уже честное, полностью полигональное 3D. Без плоских задников, и камеру ты крутишь на лету. Первое лицо, третье, вид сверху. Но не для красоты. Не покрутишь ракурс, не разглядишь, куда ступить, и ухнешь в пропасть. Помнишь, у Рейналя камера тебя пугала? Здесь та же камера тебя спасает. Один и тот же орган, вывернутый наизнанку. Мутация номер раз. А что делать, если железо не тянет нормальных полигональных монстров? Европа, MS-DOS, экстатика. Ее авторы находят выход, от которого хочется одновременно смеяться и креститься. Они выкидывают полигоны совсем. Все в игре – люди, твари, стены, слепленные из эллипсоидов, из вытянутых шариков. Звучит как комедия. Солнечная деревенька, круглые домики, круглый рыжий герой. Первые минуты – это милота уровня детского мультика. А потом милота начинает творить дичь. По той же деревеньке носится рогатая тварь с горящими глазами. В подвалах кровь на полу. А герой вдруг говорит вслух: «Кажется, я схожу с ума. Вчера я разговаривал с троллем. Или это был поросенок». И вот тут круглая, неправильная графика выстреливает по-настоящему. Все выглядит как липкий, нездоровый сон, где пропорции чуть-чуть не те. И от этого не по себе сильнее, чем от любого реалистичного монстра. И чем дальше, тем гуще. Это не одна кровавая деревня, это целый больной мир. Ночью на кресте распят человек. Рядом второй посажен на кол. Ты лезешь в крипту, а там скелеты, растянутые на дыбе. И тебе будничным тоном советуют: на твоем месте я бы не совался туда без святой реликвии. Дальше седой колдун с летающим бесом. В самом низу выбеленный пепельный ад. И все это теми же пухлыми шариками,
под которую ты 5 минут назад умилялся. Вот в чем фокус экстатика. Она натянула на жесткий взрослый кошмар костюм детской игрушки. И от этого зазора ползут мурашки. Мутация номер 2. Ужас живет не в реализме картинки, а в несовпадении того, что ты видишь, с тем, что на самом деле происходит. И третий мутант того же года. Что если скрестить выживание с аниме? Внезапно, да, блядь? И скинуть все это в открытый космос. Экзотическая, почти никому неизвестная PC-FX. Team Innocent. И тут важно, на каком железе. PC-FX умела крутить полноценное анимационное видео. Поэтому Team Innocent выглядит не как игра со вставками, а как интерактивное OVA-аниме. Героями оказываются 3 детей, а завязка подается с настоящей анимационной заставкой. Лысые ученые, седые ребятишки, все как в аниме 90-х. А дальше сама станция. Изолированная, мертвая, висит в пустоте среди звезд и уходит вглубь астероида. Каменные пещеры. Ты бегаешь по стерильным коридорам с номерами на дверях, ищешь ключи, читаешь логи. Структура-то прямиком из Alone in the Dark и Sweet Home, но с одной злой добавкой. В углу экрана тикает таймер. Часы, минуты, обратный отсчет, который не останавливается никогда. Ты не просто выживаешь, ты выживаешь на время. И вот что Team Innocent показала первой. Жанру не обязательно сидеть в готическом особняке со свечами. Мертвая станция в вакууме, отсчет до конца, аниме-девочка с разбитым в кровь лицом леденит ничуть не хуже. Эта ересь еще аугнется. В финале выяснится, что именно в ней вся свобода жанра. А пока зомбенок набесился и наэкспериментировался вдоволь. Пора бы кому-то показать ему собственное лицо. И через год это сделала самая жестокая игра из всех. 1995. Японская Human Entertainment выпускает Clock Tower. И это не просто игра. Это момент, когда наш герой впервые смотрит в зеркало и видит, кто он на самом деле. Весь его инстинкт жертвы, зачатый еще в Haunted House, здесь доведен до абсолюта. Все прочие хорроры хоть что-то в тебе оставляли. Пистолет, нож, спичку, кулаки. Clock Tower не оставляет ничего. Ты Дженнифер Симпсон, девочка-сирота. За тобой охотится жуткий карлик с ножницами в человеческий рост. Скиссермен. И Дженнифер не умеет драться. Совсем. Никак. Все ее оружие, ноги и укрытие. Под кровать, в шкаф, за штору. И молиться, чтобы он прошел мимо. И вот гениально. Стоит ножницам появиться, спокойное исследование мгновенно превращается в панику. Потому что игра добавила отдельную механику стресса, в котором Дженнифер может споткнуться и упасть. Твое собственное тело предает тебя в самый нужный момент. Точь-в-точь, как в кошмаре, где ноги наливаются свинцом и отказываются бежать. И вот так раскрываются способности нашего монстренка. Не острые зубы, не сверхчеловеческая сила, а потребность в питании, беззащитностью, жертвой. И хоть лично меня утомляют игры, где ты абсолютно беззащитен, но невозможно отрицать, что Clock Tower доказала, чтобы было по-настоящему страшно, тебе нужно не оружие, тебе нужно его отсутствие. И вот теперь у героя есть все. Разум, инстинкты, нервы, скелет, тело, бешеная кровь юности и, наконец, душа. Все разложено на столе. Не хватает одного. Того, кто соберет это в одно тело и пустит по нему ток. 1996. Всем нам хорошо известный Синдзи Миками из Capcom. Biohazard дома в Японии, у нас Resident Evil. И вот он, момент, ради которого все и затевалось. Смотри, из чего Миками собрал своего голема. По кусочку из всех, кого мы только раскопали. От Sweet Home, которую он лично разобрал на части, проклятый особняк и культ пустого инвентаря. От Alone in the Dark фиксированная камера и танковое управление. От Haunted House и Clock Tower ты добыча. От 3D Monster Maze тот самый нарастающий саспенс, ужас, ожидание. Даже знаменитый первый зомби, что медленно оборачивается тебе в коридоре, ну это же частичный Рекс. Сперва ты слышишь, потом видишь, а бежать уже поздно. Да, натянуто, мне кажется, что все-таки Monster Maze в те года был довольно популярный, и, какая-то аллюзия да прослеживается. И вот тут главная мысль, которую я пытаюсь донести. Миками не изобретал survival horror. Это же классика. Есть вещи сложнее изобретения, отполировать и популяризировать. Как Valve в свое время взяла самые популярные шутеры, реализовала лучшие идеи и создала лучший шутер всех времен. Так и Миками взял органы, разбросанные по 15 годам, и десятку студий, шил их в одно тело и пустил молнию. Собрал из чужих искр отлаженную, отполированную до блеска машину страха, которая работала у каждого. Наш зомбопулечка наконец ожил и встал
на ноги. И еще, он наконец получил имя. Все 15 лет десятки игр делали одно и то же, а слова для этого не было. Имя дала Capcom. С ее маркетинга в языке закрепился сам термин Survival Horror. Итак, круг замкнулся ровно там, где начинался. Я говорил, жанр родится в особняке дважды. Первый раз Sweet Home 89, второй особняк Спенсера 96. Наш маленький убийца сделал первый шаг и тут же захотел большего. И тут ты наверняка думаешь, ну все, Резик сорвал банк, дальше индустрия просто клепала клонов, а вот и нет. И это самая недооцененная часть истории. Пока Колосс забирал всю славу, в его тени выходили игры, которые бежали впереди него. В рамках альманаха грех было бы их пропустить. Помнишь ревил Hillsoft, тех самых из Доктор Хаузер? В том же 96-м они выпустили Overblood. И вот пока весь мир копирует готический особняк Миками, они спрашивают, а чё ждать? Соберем Survival прямо сейчас в честном полном 3D. И собирают. Никакой готики, холодная фантастика. Герой с амнезией просыпается в подземном криокомплексе, в капсуле, среди пузырей и льда. Вместо фиксированных ракурсов, свободная камера, первое, третье лицо на выбор. А вот деталь, которую почти никто не помнит. А зря. По этому мертвому комплексу за тобой катится маленький робот-помощник Пипо. И это действительно интересно. Resident Evil сильно позже станет игрой про напарника. В первой части они, конечно же, тоже были. Барри с Джилл, Ребекка с Крисом, но они появлялись только в катсценах, а сам опыт выживания был исключительно одиночным. И это как бы создает противоречие. Survival Horror, по сути, самый одинокий жанр на свете, где вся суть в том, что ты один и беспомощен. А Overblood за годы до того, как индустрия вообще задумывалась о спутниках в геймплее, сует тебе в напарниках жестянку на колесиках. Но и это еще не все. А затем у тебя и вовсе появляется третий управляемый персонаж. Девушка-клон Милли. Игра неуклюжая и помнит ее единицы. Но она доказала важное. Наш монстрючик уже не привязан к дому. И его душу, беззащитность и ужас, можно перенести в гудящие стерильные коридоры, и она никуда не денется. А следом другая игра проверила, что еще у него можно отнять. Мы уже привыкли трястись над патронами. Но что если отнять у тебя не оружие, а саму способность видеть? 97-й. Япония. The Know. Мрачный детектив от первого лица, который за 13 лет до амнезии сделал темноту физическим врагом. Свет здесь такой же расходник, как и аптечка. Тебе приходится буквально отвоевывать комнату у мрака, искать спички, зажигать свечи, растапливать камины. Погасло, и ты ослеп, беспомощен и, скорее всего, уже мертв. Потому что в темноте тебя ждут не пустые комнаты, а твари, иссохшие зеленоватые упыри, что выходят на тебя из черноты. И играется это подчеркнуто медленно. У тебя меню команд: открыть, закрыть, проверить, толкнуть и так далее. И каждый шаг в темноту ты делаешь осознанно на ощупь. А в инвентаре, рядом с ружьем и аптечкой, лежит то, что решает все. Коробок спичек. Тебе даже дали оружие, но настоящий враг тут не тот, кого можно выстрелить. Настоящий враг — темнота. Именно об этом я говорил в самом начале. Темноту как врага изобрели не в амнезии или Tormented Souls. Все то, что мы сегодня любим и знаем, пришло из далекого прошлого. Смотри, что произошло с нашей тварюськой. Ресурс менеджмента Sweet Home шагнул из инвентаря прямо тебе в глаза. Вопрос уже не сколько у меня патронов, а вижу ли я вообще хоть что-нибудь. Отними оружие, получишь Clock Tower. Отними свет, получишь The Know. Механику страха уже можно крутить как ручку громкости. И вот теперь, когда наш... Я уже устал подбирать ему синоним. Короче, оно собрано целиком и обкатано. Давай отойдем на шаг и посмотрим, что же у нас выросло. К 97 году наш кадавр собран и жив. Он родился мыслью, текстовой темноте House of Usher. Открыл себе инстинкт охотника в Haunted House. Научился потеть от ожиданий 3D Monster Maze. Оброс скелетом правил Sweet Home. Получил тело и камер от Alone in the Dark. Перебесился и демонтировал в 94-м. Заглянул себе в душу и видел там беззащитный Clock Tower. А в Resident Evil все это срослось в одно тело, дернулось от молнии и получило имя. И каков же вывод? Survival Horror — это не чек-лист. Особняк, зомби, там печатная машинка и вся херня. Overblood с космосом, Ноут с темнотой, шариковые кошмары кстати. Все они показали,
Жанр оказался даже не жанром, а вирусом, гибким, живущим, мутирующим. Помнишь ту эретическую мысль из Тиммонса, что герой не обязательно сидеть в особняке? Так вот, чувство тотальной беспомощности может натянуть на что угодно. На мертвую станцию, на мистический детектив, на кровавую деревню из эллипсоида. Хочешь — отбери оружие, хочешь — отбери свет, хочешь — сломай камеру. Каркас держит. Жанр перестал быть счастливой случайностью одного гения. Он стал инструментом. Живым, рабочим и кровожадным. Вирусом, который дозрел и теперь рвется наружу. Все детали разложены, все правила написаны. Чудовище стало нано. Оставалось одно, чтобы пришел кто-то и вывел этот страх за пределы тесных особняков. Собрал машину, которая напугает уже не сотни тысяч, а десятки миллионов, которая превратит нишевый эксперимент в индустрию на миллиарды. Чудовище должно было сбежать из лаборатории. И это случилось в 1998. Несложно догадаться, что случилось в тот год и какой полицейский участок посетило миллионы человек. И почему именно этот год переломил жанр пополам, на до и после. А если не знаешь, что ж, тем интереснее тебе будет во втором выпуске «Альманаха». Спускаемся в 98-й. Год, когда сушка стала классикой. До встречи, выжившие.